Ты! Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Draco19. И сегодня у нас будет Unprocessed с треком Sacrifice Me. Пожертвуй мной. Processed, unprocessed, необработанные, или необработанный. Есть еще много значений в синонимах, но вы поняли, да, надеюсь? Это немецкая рок-группа, которая сформировалась в 2013 году. Основное формирование группы началось еще в 2012. И в итоге ребята после нескольких изменений в составе группы превратились во что-то звучащее как супер оригинальный, не похожий на остальных как его? Пост-хардкор. Если я ничего не напутал. Если есть какие-то поправки, пожалуйста, напишите в комментариях. Не верьте моим словам, я могу ошибаться. И, по крайней мере, это была информация, которая была написана на Genius, и там было написано, что информация не подтвержденная, поэтому, да, смотреть в Википедии также не основано и небезопасно с точки зрения проверенности информации. Я немножко уставший, поэтому еще раз, в очередной раз, прошу прощения за свое бомжарское состояние. Бородка непоправленная, все дела. Я просто переезд в разгаре. И сегодня, если вы этот реактик смотрите не в районе часа ночи, то есть если я его выложил не в районе часа ночи или 2, то все прошло гладко. Я как раз проверяю интернет из новой локации, да, то есть из новой хаты. И если проблем нет, а их нет, если вы смотрите это раньше, в районе 10 часов вечера, наверное, то переезд пройдет максимально гладко, и единственное, что вы на себе почувствуете, это новое оформление и несколько новых приятных плюшечек. Маленьких, но приятных. Так. Тречок попал к нам на канал только благодаря моим Boosty Bro. Это победитель нашего очередного пятничного голосования. Жесткое было голосование, конечно, и я в очередной раз охреневаю от того, какие группы выходят победителями с учетом того, какие группы были в участниках. Но думаю, нас ждет что-то охренительное, раз в 60% оторвавшись от всех остальных участников, Unprocessed вышли победителями. Погнали! Мелодичненько. Блин, эти мелизмы были. Forsake. Как он это произнес, это было охренительно. И достаточно необычная, достаточно уникальная техника исполнения, кстати. То есть он использует сразу две различные техники экстрим-вокала и сразу две техники чистого вокала. И чередует это все друг за другом через каждую строчку. Что-то похожее делал Nickelback, вокалист Nickelback. Но у него там было два стиля, да? Его скримовая техника и его чистые, да? Которые тоже звучали так рыхленько и вкусно. Но здесь чередуется гораздо больше изменений, и типа по технике чередования можно сравнить, но сравнивать в любом случае глупо, потому что они звучат совершенно по-другому. И техники экстрим-вокала тут совершенно разные. Ну и на чистых тоже, типа на таких максимально высоких, звонкеньких таких
вкусненько, тречок звучит достаточно кинематографично, то есть звучал изначально, и он так плавно перетек в эту жесткость, что я... Ну, типа, я заметил переход, конечно, само собой, но на подсознательном уровне он вообще никак не ощущался. То есть все так гладко прошло, как будто ты оказался в совершенно другом месте, да, то есть из города перешел в джунгли, но как бы вот этого резкого перехода ты не почувствовал. Все должно было быть так, как оно есть, да, вот такое ощущение. И это круто, это говорит о грамотности ребят, за что похвала отдельная. Пока многообещающе. Интересно. Блин, гитарки очень красивые. Блин, вокал я бы сравнил с чем-то типа Bad Omens в смеси с Normandy, которых тоже знают многие на этом канале. Но, блин, сказать, что на кого-то из них вокал прям очень сильно смахивает, нет. Есть отсылки, есть вещи, которые заставляют тебя вспоминать ребят, но не подчеркнуть и не заметить оригинальность и уникальность данного вокалиста и непохожесть, на мой взгляд, невозможно. Типа, иметь желание сравнить 100 пудов может быть у многих слушателей. Но сказать, что он прям копирка, я думаю, никто не осмелится, потому что у меня уже сложилось ощущение, что я его узнаю в каком-нибудь другом треке. Типа, уникальность достаточно отчетливая, что определенно жирненький плюс, потому что сливаться в общей массе со всеми остальными это не есть хорошо. Если тебя не узнают, то ты делаешь что-то не так. Охрененный брейк. Обалдеть, какой классный брейк. Это было шедеврально, мать вашу. Пипец. Это было очень мощно. Блин, контрасты в треке зашкаливающие, просто ощутимы. Обалденные барабаны были, слышали? Бочки просто мега крутые были.
Блин, инструменталка, конечно, разрывная у ребят. Кстати, Scream партии были прям мое почтение. Они были в формате рэпа на максимально таком интенсивном, скажем так, формате извлечения звука, что очень сложно с учетом используемой техники. И несмотря на то, что звучало достаточно попсовенько по конструкциям, было все равно мега круто. Ну, то есть, вот прям брутально и мощно, что, опять же, сложно сделать, не превращая это все в банальность. Блин, круто. Мне очень-очень сильно понравилось. Сказать, что мне просто понравилось, это будет просто недосказывание, да? Это было шокирующе, не побоюсь этого слова. Типа, начало вообще никак не намекает на то, что трек будет развиваться именно вот хотя бы близко к такому ключу. И когда он начинает свое развитие, становится жестче, и там начинается припев, потом скример подключается, ты думаешь, что, ну, блин, уже как бы хорошо, да? Но потом этот брейк и все, что идет после него, прописывают тебе такого поддыха, что ты такой: охренеть, как это классно, да? Я единственное, что только проверю текст быстренько и вернусь обратно. Man, what the fuck the song is about? Блин, мне очень нравится текст, но сказать, что я его понимаю, будет ложью. Сначала, когда я только начал его читать, мне показалось, что это банальная любовная история, очень красиво расписанная, потому что раскрывалась история того, что человек остался один, тонущий в этих водах, которые ты оставил или оставила, на которые тебе теперь пофиг. И данная концепция заставила меня думать о том, что это, ну, типа, вот ты ушла из моей жизни, да, и в этих водах, в которых мы плыли вдвоем, теперь я один, и я тону, потому что, как бы, я один не смогу грести эту тяжелую хрень, которую мы с тобой придумали, да? А потом развитие, особенно под конец трека, типа вот это Sacrifice Me, заставило меня думать, что, возможно, это не про обычную любовь пары, да, то есть, скажем так, пары к девушке или наоборот, или неважно, хрен разберет сейчас с нынешней модой, но, возможно, это что-то типа более обобщенного понятия любви, да, по типу дружбы или там семейных уз каких-то. А в конце трека уже начинаешь думать, что тут какая-то история от двух лиц, от человека к Богу и потом от Бога к человеку, или от чем-то немножко более приземленном в буквальном смысле, типа человека, обращающегося к Земле, к нашей планете. Не знаю, насколько я там притянул за уши всю хрень, которую я тут вычитал, но типа, особенно вот это последний дом в лирике заставляет меня больше быть уверенным в том, что это все-таки о планете. Типа, sacrifice me in the dark and the cold, пожертвуй мной в темноте, в холоде. Leave me in the woods alone, оставь меня в лесах одного. Feast me like a cannibal. Короче, сожри меня как каннибал, да? I'm an addict, you're my Adderall. Я зависим, ты мой Adderall. Это наркотик, если что, который прописывают в Америке как лекарство в определенных дозах, но это как бы вызывает зависимость. Ну, вы поняли. Sacrifice me at the altar at the throne.
тут должно быть алтарь, да, не хочу тратить время на то, чтобы проверять. Пожертвуй меня на алтаре, на троне. Тут уже как бы идет возвышение, да. They advised me to never really call you home, but I don't care anymore, sacrifice me. Они советовали мне никогда не считать тебя по-настоящему домом, но мне плевать теперь, пожертвуй мной. Типа, с этой строчки тем более мне начинает думаться, что тут даже обращение от лица всего человечества к планете. Опять же, возможно, я притягиваю за уши, потому что тут, как я частенько люблю делать, все как бы привязано к одной строчке в основном, да, и если закрыть на нее глаза, то тут больше идет как бы банальная история о неудавшейся любви, о покинутом человеке, скажем так, которая очень красиво в поэтичной форме описана, но хрен его знает. Пишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно всегда читать ваши теории, особенно самые сумасшедшие и яркие, наполненные фантазией и так далее. Это вдохновляет больше всего. И если у вас есть какая-то конкретная информация, тем более пишите, пожалуйста. Все мои остальные подписчики, я в том числе в первую очередь, буду вам очень сильно благодарен. Будем. Все, не забудьте поблагодарить моих бусти-бро в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. От меня отдельное спасибо за то, что ребята попали на канал впервые. Охрененные чуваки, за которыми определенно стоит следить. И да, если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, пивасик, шоколадки, сладости, может быть, я это все люблю. Всем заранее огромное спасибо. Ссылочки на то, чтобы это сделать, на Donation Alerts и Boosty в описании данного ролика. И не забывайте про то, что подписываясь на мой Boosty, оформляя одну из ежемесячных подписок, у вас появляется возможность тем или иным способом влиять на материал, выходящий на канале, в зависимости от уровня подписки. И вне зависимости от этого уровня, от какого-либо уровня, у вас будет возможность общаться с моими остальными бусти-бро в охренительной атмосфере в нашем закрытом приватном чатике в Дискорде. Не забывайте про мой инстаграм, про мой тикток, просто напоминаю, это не просьба и не намек. Всем спасибо за просмотр, увидимся снова в следующем арти-ролике. Ау.